Галадриэль, эльфийская владычица Лориэна, самая прекрасная и могущественная из эльфийских владык, оставшихся в Средиземье в Третьей эпохе. Среди своих родичей эльфов известна под именами Алатариэль, Нервен, что означает муж-дева, и Артанис, или благородная женщина. В Средиземье получила прозвище лесная владычица, белая владычица, а за свою прекрасную внешность была прозвана утренней звездой эльфийского народа. Галадриэль родилась в Валиноре в 1362 году эпохи Древ. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью Финарфина и Эйрван. Родовым знаком дома Финарфина были две переплетенные змеи с зелеными глазами и золотая корона из цветов. Одна из змей защищает корону, другая пожирает. Галадриэль, тогда еще носившая имя Артанис, пришла в Средиземье в первый год первой эпохи и поселилась в Белерианде. Она часто гостила в чертогах Тингола, своего родича, где повстречала Келеборна и полюбила его. Кстати, именно он назвал супругу Галадриэль, что означает «дева, украшенная сияющим венцом». Оставшись в Дориате в качестве жены Келеборна, Галадриэль стала и ученицей Майя Мелиан, у которой училась мудрости и знанию Средиземья. Некоторое время жила со своим мужем к югу от залива Лун в краю Харлиндон, где Келеборн правил остатками Синдar. У них родилась дочь Келебриан. Через многие годы Галадриэль почувствовала печаль от увядания Средиземья. Придя в Эрегион, она сказала его владыке Келембрибору: «Средиземье печалит меня, ибо опадают листья и увядают цветы, которые я люблю, и моя земля полна печали, которой ни одна весна не исцелит». Келембрибор ответил, что печаль от увядающего мира – судьба всех эльфов, оставшихся в Средиземье. Лишь в Валиноре она может найти счастье, но Галадриэль ответила, что даже если бы ей не запретили возвращаться в Валинор, она не желает просить прощения у Валар, а желает властвовать здесь. Тогда Келембрибор спросил Галадриэль, чего она хочет, и та ответила, что хочет валинорского благоденствия здесь. И этого можно добиться с помощью искусства Эльдар. Тогда Келембрибор вспомнил про драгоценный камень Элесар, что ныне утрачен, в котором можно было все увидеть вновь юным и живым. Галадриэль же спросила: «Неужели Средиземью суждено увядать?» Келембрибор ответил, что такова его судьба, но из любви к ней он сделает все возможное, чтобы она более не печалилась, и принялся за создание копии эльфийского драгоценного камня. Это была долгая и тонкая работа, но у него получился второй Элессар, который хотя и был более прозрачным и менее ярким, чем оригинальный камень, тем не менее, когда Галадриэль носила его, все вокруг нее расцветало. В самом начале Третьей эпохи лорд Элронд тайно влюбился в дочь Галадриэль Келебриан. Таким образом, Галадриэль стала тещей славного владыки эльфов Средиземья. По характеру она была доброй, справедливой и милосердной, но гордой, сильной духом и своевольной, как все потомки Финве. Однако в ней жил благородный дух Ваниар и присущее им почтение к Валар, а от матери Галадриэль унаследовала мечты о море и далеких невиданных землях.